маленькие носки? У кого маленькие носки? Вязать будем из вот такой вот пряжи. Аналоги напишу на экране. Крючок возьмем номер 6. Полосатый плед начинаем вязать вашим любимым цветом. Я начала мятным, потом беж, молочный, серый и снова мятный. Или свяжите плед однотонным. Сейчас свяжем мини-плед и раскрою все секреты. Набираем цепочку крючком. Для данного размера наберите 81 воздушную петлю. Когда хотите связать плед другого размера, то вам нужно будет посчитать, сколько набрать для пледа желаемой ширины. Воздушные петли. Для образца, чтобы показать узор, я наберу 7 воздушных петель. Количество воздушных петель должно быть нечетным. Вот последнее звено цепочки. Над ним поднимаемся на следующий ряд, провязываем также воздушную петлю. И эта петля будет заменять там столбик. То есть над последним звеном мы связали еще одно. Вот так садим его. И получается замена столбика. Дальше в следующее звено, то есть раз, два, третий от крючка, нужно провязать столбик без накида. Под одну дужку можно провязывать вот так. Вводим, провязали раз, два. Итак, у нас получилось 3 столбика. Раз, два и третий, который мы сформировали воздушной петлей. 4, 5, 6 и последний. Вот первое звено нашей цепочки. Да, пряжа пушистая, может плохо видно, но глаза привыкнут. Последний столбик. Это базовый ряд, и над ним будем вязать сейчас узор. Поднимаемся на следующий ряд при помощи тех же воздушных петель. Раз, воздушная петля, 2, 3. Разворот. Вот эта цепочка из 3 воздушных петель всегда будет заменять столбик. Вот посмотрите, вот основание, и из него выходит вот этот столбик. Следующее основание, вот дырочка, следующее вот. Делаем накид и вяжем столбик с накидом в следующую вершину. Вот так. Получилось 2 столбика. Снова накид и столбик с накидом вяжем. У меня должно быть их 7 в данном мини-пледе. 6. И вот смотрите, здесь была у нас воздушная петля для подъема, а не столбик. Поэтому мы просто делаем накид и вводим вот сюда под крайнюю дужку в эту воздушную петлю и вяжем столбик с накидом. Провязали еще один базовый ряд. Поднимаемся на следующий ряд. Раз, два, 3. Разворачиваем вязание. Теперь начинается красота. Делаем 2 накида, раздвигаем, вставляем вот так крючок, хватаем нитку и вяжем столбик с 2 накидами. Дальше накид, вводим крючок в вершину столбика нижнего и вяжем столбик с накидом. Снова 2 накида. Раздвигаем, чтобы было видно нижний столбик. Вот так хватаем пряжу. Раз, 2, 3. 3 движения, столбик с 2 накидами готов. Накид, следующий в вершину. Вот вершина. И вяжем столбик с накидом. Снова раз, 2. Столбик с 2 накидами готов. И в конце накид. Раз, 2, 3. 3 воздушные петли было. Мы вводим в крючок в 3 сверху и провязываем столбик с накидом. Почему необходимо набирать нечетное количество петель? Потому что нужна симметрия. Смотрите, столбик с 2 накидами, вот он второй после крайнего. И здесь так же само с левой стороны он второй. Если бы у нас было четное количество петель, то
не было бы, например, этого столбика, и тогда с левой стороны столбик с двумя накидами был бы крайний и не было бы симметрии. Поднимаемся на следующий ряд, вяжем 3 воздушные петли. На изнаночной стороне вяжем все в шахматном порядке. Там, где у нас был столбик с двумя накидами, вот он, над ним мы вяжем столбик с накидом. А там, где был обычный столбик, вяжем столбик с двумя накидами. Только формируем мы его на лицевой стороне. Крючок вводим вот так. Хватаем нить и вяжем. Раз, два, 3 движения. Накид и столбик с накидом сюда, в следующую вершину. Далее 2 накида. Раздвигаем полотно, обвиваем нижний столбик и делаем снова 3 движения. Раз, два, 3. Накид, вершину теперь. И в конце ряда столбик с накидом. Раз, два, 3 в 3-ю воздушную петлю. Вот так выглядит плед на изнаночной стороне. А вся фактура, рельефы с лицевой стороны. Теперь делаем переход с одного цвета на другой. Присоединить новый цвет необходимо в конце ряда. Лицевой это ряд или изнаночный не имеет значения. Не довязывая столбик, оставляя 2 петли на крючке, мы берем пряжу другого цвета или это тот же цвет и вот так прикладываем, довязываем столбик вот таким образом. Получается 2 хвостика и провязываем 3 воздушные петли новым цветом. Разворачиваем вязание и вяжем все аналогично. Когда вяжете полосатый плед, то нужно связать полоски одинаковой ширины. Раз, два, 3 ряда молочным цветом, раз, два, 3 бежевым. Провязав последний ряд необходимым цветом, поднимаемся при помощи воздушной петли, разворачиваем вязание. Эта воздушная петля заменяет нам столбик без накида над вот этим столбиком. В следующий вяжем столбик без накида. И в каждую вершину нужно провязать столбик без накида. Таким образом получается симметрия в начале и в конце пледа. Обрезаем, хвостик протягиваем через петлю и прячем с изнаночной стороны. Крючок можно взять потоньше для того, чтобы спрятать хвост. Нужно обрезать под корень. Вот так. Если плед двухцветный, просто связываем разные хвостики разного цвета. Один раз и еще раз переплетаем. Таким образом, чтобы молочный цвет мы могли положить на полоску молочного цвета, а бежевый на бежевую полоску и затягиваем. Берем крючок и также само прячем бежевый хвост на бежевой полоске, молочный хвост на молочной полоске. Одного мотка хватает на 8 рядов. Интересно, бежевого цвета хватило на 9 рядов. В некоторых мотках пряжи немного больше. Сделать полоски одинаковой ширины или нет, решать вам. На данный узор уходит много пряжи, но есть большой плюс. Такой узор хорошо держит форму. Полотно, смотрите, не так тянется, как если бы мы вязали спицами из такой пряжи. Всю дополнительную информацию о пледе читайте, пожалуйста, в инфобоксе под видео. Такой плед можно связать быстро, буквально за 2 дня, на подарок малышу, в роддом, на день рождения мальчику или девочке. В году много праздников, когда хочется подарить именно плед. Главное, чтобы тому, кому вы дарите этот подарок, он очень нравился.